Всем привет! Сегодня еле поднялся из постели, все мышцы болят. Обрезка деревьев будет похлеще любого тренажерного зала, прокачивают все мускулы до последнего. Очень тяжелая работа. Помимо того, что сад сильно запущенный, много сухих веток, которые нужно вручную срезать, сидя на дереве, так еще нужно постоянно быть в концентрации внимания и балансировать, чтобы, не дай бог, не навернуться. Но еще дня 4, может быть, допилю все, а потом же еще как минимум неделю завалы все разгребать. Но с ними уже не нужно будет так спешить, можно будет и помедленнее. Главное убрать все до того, как трава начнет расти. Сегодня пасмурно, дождь прошел, так еще из-за этого тяжелее подниматься. Эти дни, когда было солнышко, так просыпался еще до будильника. Ну, может, оно и хорошо, вот теперь отдохнуть можно. Я-то человек по натуре упрямый, и даже если все болит, стиснув зубы, стараюсь побыстрее закончить с делом. И порой это приводит к сильному переутомлению, и потом тяжело взяться за новую работу. Ну а сегодня погода подсобила, и можно перевести дух. С обеда вроде бы передают, что распогодится, но сегодня пилить уже не буду, сделаю выходной. Деревья еще мокрые, и упасть в них вероятность выше, да и выпачкаешься еще больше. Хотя хотелось бы побыстрее закончить с ними и переодеться уже в чистое, и не вымазывать другую одежду. И так большая стирка ожидает. Ну нет. Решил себе на десерт пирог из моркови приготовить. Помнится, бабуля Чесенька готовила его для меня, когда приезжал ее навещать. На первый взгляд это выглядит странным, но тот, кто будет пробовать и не знает его рецепта, то ни за что не угадает, из чего он.
Готовится очень просто, по принципу шарлотки, только вместо яблок морковь на крупную терку. Попробуйте как-нибудь, удивитесь. Ну а почему бы и нет? Морковка тот еще фрукт. Снежные бабы, конечно, не оценят. Ну а в Европе, к примеру, она официально признана фруктом, так как там в какой-то из стран, в Португалии вроде бы, варенье из нее считается национальным достоянием. Решил все же не делать я незапланированный выходной. Сейчас каждая минутка дорога. Так, отвлекся немного, пирогом себя побалую. Ну а пока он готовится, займусь какой-нибудь более легкой работой. Сейчас еще рано темнеет. В потемках же не будешь лазить по деревьям. Мы хоть и пошли от обезьян, как утверждает Дарвин, но со временем, если постоянно их не тренировать, то навыки теряются. Поэтому, когда начинались сумерки, эти дни приходил домой и корпуса маслом изнутри пропитывал. Вчера как раз домазал последнее на второй раз. Теперь, чтобы не путались под ногами, выкинуть их на чердак, освободиться место в доме, и можно будет продолжать заниматься ульями. Ну вот, корпуса практически готовы. Еще 4 магазина собрать, покрасить эти, сделать крыши, донья, и можно будет ставить галочку напротив задачи сделать 15 новых ульев. Вроде бы готов. По-шустрому заправиться быстрыми углеводами и бежать дальше трудиться. Странно. Морковь видна. Походу, все же бабуля терла ее на мелкую терку. Ну и муки маловато. У нее они получались намного пышнее. Ну а на вкус приблизительно такие же. Нужно будет еще поэкспериментировать и подобрать правильно пропорции. Интересный момент. Такое не часто увидишь вживую. Обвязки на крышке нарезал еще до того, как начал корпуса маслом пропитывать. Сейчас напилю пенополистирол, и можно будет приступать их собирать. Но в приоритете у меня все равно еще сад. Поэтому завтра снова туда в бой. Ну а ульями буду заниматься по вечерам, если силы будут оставаться. Смотрел прогноз на ближайшие дни. 2-3 дня еще погода простоит, а там уже задождит. И нужно будет постараться за это время как можно больше яблони успеть обрезать, так как, скорее всего, потом уже и сокодвижение начнется, а в него не рекомендуется сучья резать, из-за того, что раны плохо затягиваются, да и на сладкий сок всякая зараза слетается.
Решил, что нужно ускоряться и брать инструмент посерьезней, а то ножовкой с мелким зубом становится с каждым разом все тяжелее и тяжелее пилить. Каждое следующее дерево побольше, да и сучья у него потолще. Нашел в дедовой мастерской половину дружбы 2. Ну, для одного как раз само то. Пила-то уже проржавела давно. Ну, напильником прошелся, вроде бы зубья блестят, внутри значит крепкая. Посмотрю, будет ли пилить. По идее, главное, чтобы развод был правильно сделан. В современных и китайских дешевых пилах так настоящий развод. Написано, сделано из суперпрочной стали, а начинаешь пилить, зубья отламываются. А у этих старых яблок ветки сухие настолько уже твердые, что походу и окаменели. Вот и подумал, раз яблони советские, то надо и советским инструментом их пробовать пилить. Бензопилой пилить-то не будешь, наверху неудобно. Она тяжелая, одной рукой не удержишь, вместе с ней и полетишь. А те, которые суки из земли можно достать, попробовал, но лучше бы и не делал. Яблоня оказалась настолько крепкой, что местами зубья поотламывались. Теперь остался без пилы. Придется ехать новую цепь искать. А на такую пилу попробуй еще найди. Придется подбирать. Ну, радует только, что сегодня день весеннего равнодействия. И каждый следующий день будет становиться длиннее ночи и намного веселее работать будет. Ну и больше можно будет успевать. Еще практически с одним деревом покончено. Осталось так, пилинг небольшой сделать и рамки пластырем позаклеивать. Пила хорошо себя показала. Пока справляется. Вопрос только, надолго ли ее хватит. Верх кроны был сильно загущен, свет не попадал, так и нижние ветки практически все отсохли. У этой яблони, когда спилил верхушку, живых веток практически не осталось, а оставил вверху 3 для фотосинтеза. Ниже крону опускать смысла не было, остался бы один только голый ствол, да и соседняя груша бы затеняла. У нее такая же ситуация. Живые ветки только в самом верху, а так практически голый ствол. И сформировать скелет кроны было невозможно, да и не знаю, какие плоды у нее. Оставил сверху веток до осени, посмотрю, если нормальная, то подрежу потом еще, а нет, так под ноль. Как подумаешь, сколько еще работы предстоит, аж дурно становится и ноги не держат. Ну, в любом случае, скорее всего, все не успею в этом году. Еще 7 деревьев больших осталось, а максимум получается в день-два. И то, если попадаются вот такие вот дупла, которые можно вычищать, то и то одно. Но в любом случае, половина сада, что ближе к дому, уже освоил. А те деревья, которые не успею в этом году, то можно будет с ними и в следующем повоевать. Ну, либо осенью, если там работы будет поменьше. Хотя тут в этой половине еще работы немерено. Уборки будут только недели на 2.
А еще эти деревья нужно до ума до конца довести. Я думал, тут будет маленький прыщик, а оказался огромный фурункул, который практически на пол дерева. А все из-за того, что в дупло постоянно вода скапливалась. Ну, теперь я его почистил. Обработаю сейчас и надеюсь, что дальше гангрена не пойдет развиваться. Ну вот, осталось дождаться, пока глина высохнет, побелить весь ствол, и яблоньки будут спрятаны и защищены. Полсада уже будет готово. А, забыл про самую главную защиту.